Короче, это один из моих любимых рецептов паштета, который я делал несколько раз, и это такая заготовка, базовая заготовка паштета из куриной печени. Получается очень вкусно, но вы должны понимать, этот рецепт можно бафать всем чем угодно. Базовую версию я стырил с канала, по-моему, чувака зовут Айдин Айдинов. Короче, я на оригинальный рецепт в описании оставлю ссылочку. Я у него взял, делал несколько раз. Очень понравилось. Это такая база, в которую вы можете добавлять все, что угодно. Там же у него на канале есть граммовки, я тоже граммовки оставлю в описании, стыренные у него. Почему, кстати, граммовки классные? Потому что они рассчитаны на вот такую стандартную упаковку куриной печени. Там идет 600 грамм печени. Когда мы ее почистим, останется от 700 грамм где-то как раз 600 грамм почищенной куриной печени. То есть вы можете рассчитывать эти граммовки конкретно на одну купленную пачку. Это очень удобно. Короче, это база. Далее, если вам интересно, вы можете попробовать сделать этот паштет и добавлять туда. Фламбировать печенку коньяком, будет один привкус. Добавлять туда слегка поджаренный эстрагон, будет другой привкус. Можно добавлять туда мускатный орех, будет третий привкус. Или вообще все что угодно. Или, например, добавить туда печеного чеснока, угореть по петрушке, укропу, что угодно. Но вот это, граммовочки в описании, это офигенная база, которую ты мажешь на хлебушек и такой офигенный куриный паштет. Повторяюсь, рецепт не мой, я просто разместил объяву, как говорится, стырил у Айдина Айдинова, спасибо им большое. А сейчас, друзья мои, время десерта. Вполне возможно, вы меня спросите, друже, а почему свечек 5? Да потому что World of Warships отмечает 5-й юбилей. 5 лет миру кораблей. 5 лет побед, которые многие командиры запомнят надолго. Неважно, управляете вы тяжело бронированным линкором или шустрым эсминцем. Морские сражения заряжают адреналином и дарят неповторимые эмоции каждый день. World of Warships — это не просто игра. Только тут можно провести время весело и с пользой. Смотрите познавательные документалки или мультфильмы о военно-морском флоте в специальном разделе между боями. Регулярные ивенты и обновления не дадут заскучать. И впереди ждет еще больше сражений, и еще больше побед, и еще больше наград. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании и получите самый большой набор подарков в истории игры. Премиумный крейсер Аврора, крейсер 5 уровня Амаха, более 1500 дублонов, 6 миллионов серебра, а также сигналы и юбилейные камуфляжи. Вступайте в морское братство и регистрируйтесь прямо сейчас. Стоп, чувак, а ты желание-то загадал? Желаю линкор Алабама каждому подписчику. Итак, печень. Так, быренько открываем. Обычная куриная печень, максимально свежая. Все знают, что такое ротация продуктов. Короче, на самом деле это свинство небольшое, но тем не менее. Все свежие продукты лежат в глубине. Поэтому, если вы видите, что какие-то пачки лежат около прохода, а в глубине будут лежать самые свежие. Поэтому тянитесь туда, потому что вы мои подписчики, а мои подписчики заслуживают всего самого лучшего. Вот так вот. Печень очищаем от всего, что можем в ней найти. То есть какие-то большие толстые кровяные сосуды, какие-то пленки, какие-то жилки-прожилки. Просто все, что сможете там наковырять, все вычищайте и выбрасывайте нафиг. Вот, например, берем, отрываем и видим всякое. Так. Ну вот, что это за жилы, что это такое, что это за... Напоминаю, что печень является гигантским мешком с кровью. Дай бог вам всем здоровья. Поэтому... Так, отрежем. Нормально. Она все равно у нас будет обжариваться, поэтому вы можете ее вообще нещадно кромсать, как хотите. Так, отлично. Ну и еще, конечно же, нужно очищать, потому что помимо печени бывает чистят так, что... присоединяются разные всякие другие куриные органы. Поэтому, что нашли странного, отрезаем нафиг. Не стесняйтесь все разрезать пополам. Вот это просто печень. Вот. А бывает, что там всякие кровеносные сосуды, жилы, прожилы, всякое. Короче, запарьтесь. Вот, собственно, после всех вычищений у нас получается как раз где-то... Почему рецепт клевый? Получается 600, чуть-чуть больше все-таки, 604 грамма. Овощи, 100 грамм морковки, 100 грамм лука. Можно потереть на терочке, можно не можно. Можно как хотите. Главное, чтобы все это дело обжарилось. Так. Морква, покажи, сколько тебя.
100 грамм это примерно такие, знаете, 2 горсти, короче, или типа того. Бэм! Слишком много. Ну, плюс-минус, короче. Но должны понимать, что если, например, у вас будет лука или моркови не 100 грамм, а не вот такая горсточка, а 150. Большая горсточка. Вообще ничего не изменится, будет только вкуснее. Либо будет просто более овощным таким, более сладким. Огонь, сковородочка, обычное масло, обычное подсолнечное. И жарим сначала лучок, потом добавляем морковь. Лук стал прозрачным, морковочку туда же. Как только овощи подзолотились, ливанем туда водички для того, чтобы они точно стали мягкими, растушились и не было в паштете, знаете, кусочков твердой моркови, которые там внутри могут остаться. Ну типа ливанули водичку, маленький газ, потушили, 5-10 минут и все. Вода практически выпарилась, вот как бы, видите, где вода? Нет воды. Смотрите, чтобы не подгорело. На самом деле можно слушать, как только вы слышите, что такое шипение, змеиное, высокое шипение образовалось, значит, что вода выпарилась. И можно, давайте вот сюда все это дело перевалим и отставим в сторону. Теперь до золотистости, то есть до корочки, жарим печень на обычном масле с высокой точкой кипения, то есть на обычном рафинированном, дезодорированном подсолнечном масле. А когда будет корочка, уже добавляем туда сливочное, ставим микроогонек и пускай сливочное впитывается в печень. Вы все знаете, почему нужно задавать корку? Потому что корка, друзья мои, это вкус. Вот так вот, все 600 грамм печеночки обжариваем. Вот так, со всех сторон. Пока ваша печень не приготовлена полностью, вот, пока не задался вот такой цвет, ни овощи, ни сливки туда не добавляем. Видите, она подзолотилась. Теперь ставим самый маленький огонь, совсем капельку, капелюшечку, чтобы не горело сливочное масло. 80 грамм фигачим. А на самом деле 80 грамм это достаточно такой здоровенный кусок, то есть это большая часть данного паштета. Масло мгновенно начинает таять, и пускай, если хоть что-то внутри у этой печени осталось сыроватое, пускай оно потомится со сливочным маслом, пропитываясь. Сливочное масло не должно становиться коричневым, поэтому не поднимаем температуру очень высоко, иначе она начнет гореть и будет некрасиво. Печень точно готова, теперь добавляем туда овощи, добавляем туда сливки, молоко или сливки, разбавленные водой, пофиг. На самом деле я добавлял один раз молоко, один раз добавлял сливки с водой и один раз добавлял очень жирные сливки. Очень жирные приходится разбавлять еще просто водой достаточно сильно. Короче, 200 мл не супер жирных сливок, вот так скажу. Ну а сначала наши овощи. Все точно готово. Печень точно готова. Ну вот, перемешиваем, добавляем сливочки. У меня это просто не особо жирные сливки. Ну и опять же потушим 3 минутки, хотя это уже не обязательно, можно и месить. Солить я буду уже в блендере. На самом деле, вот так сейчас присаливать, что-то пробовать, это практически бесполезно, на мой взгляд. То есть, это жидкая штуковина, которую вы месите в блендере. И там все перемешивается за 3 секунды. Посолили, попробовали, посолили, попробовали, посолили, попробовали. Вот так. А вот поперчить можно сейчас. Я возьму свежемолотого перчика. Все как надо. И все это дело перекладываем в блендер. Именно в блендер. Не в какой-то там кухонный комбайн, там еще что-то. Нам нужно, чтобы блендер это как жидкость перемесил в супер крем. Бэм, закрыли.
Ну, сейчас я все это дело, пока оно перемешивается, посолю, попробую и еще раз посолю, наверное. Консистенция должна быть примерно вот такая. То есть идеально супер гладко шелковистая. Пока паштет горячий, он очень кремово текучий, нежный. Само собой он остынет и станет достаточно плотным. Наполняем баночки, мисочки, где вы будете хранить. Чтобы хранился дольше, можно сверху залить жиром утиным. Ну, либо, например, просто сливочным маслом, чтобы не было доступа воздуха. Но мне кажется, это даже не обязательно, потому что он настолько вкусен, что уйдет практически за минуты. Ну, а пока он горячий, просто вот так кладем кусок масла. Можно в микроволновку на 15 секунд, оно растает. Пленка из масла для хранения готова, поэтому просто берем... горячо. Горячо. Запаковываем и ставим в холодильник. Смазывать сливочным маслом не надо, тут хватает сливочного масла внутри. Народ, это один из самых вкусных паштетов, что я пробовал, который я когда-либо делал. И даже, пожалуй, с ресторанами можно сравнить. То есть в эту базу можно добавить какую-нибудь фишечку. Знаете, кусочки копченые кураги, там, или какие-нибудь орехи, или еще что-нибудь. Но по факту, один раз я вам советую сделать просто вот так. Вот по этому самому простому рецепту. Дальше, я говорю, фламбируйте печень. Очень вкусно. Фламбируйте печень коньяком. Добавляйте эстрагон. Что угодно. Но эта база, это 10 из 10. Вкуснее вот дома сделать очень тяжело. Граммовки находятся в описании. А с вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Хотите приготовить, ставьте это все в закладки. Потом, если вы это сохраните к себе на стену или куда-нибудь, вы сможете этот видосик открыть и посмотреть граммовочки и как все делается. Там все расписано. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.